Лес умеет хранить секреты, но иногда он сам решает их выдать. Эта история произошла на окраине поселка Светлый Путь, где старая учительница Вера Павловна доживала свой век в небольшом доме у самого леса. Все началось, когда к Вере Павловне приехал племянник Артём, лощеный делец из города. Он приехал не проведать тетку, а решить вопрос. Артём задолжал крупную сумму и решил продать ее участок под строительство мусороперерабатывающего полигона. «Послушай, тетя», — цедил он, выбрасывая ее старые книги в коробку, «ты здесь никто. Подпишешь доверенность и поедешь в хороший пансионат». «Ну, как хороший. На какой денег хватит? Твое мнение здесь никого не волнует. Видеть, как молодой и сильный мужчина издевается над беззащитной женщиной, отдавшей 40 лет школе, было тошно. Он кричал на нее, запрещал выходить во двор и уже начал срывать обшивку с дома, показывая, что ее время вышло. В разгар этого скандала на пороге появилась Лиса. Местные звали ее Хитровкой. Лиса не была-то волшебным помощником, ее пригнал к людям холод и острый нюх. В зубах она волокла старый, истлевший брезентовый рюкзак. Хитровка нашла его в старой заброшенной штольне в 3 километрах от поселка. Причина, по которой она тащила этот груз к людям, была проста. Внутри рюкзака когда-то лежала банка армейской тушенки. Она проржавела, и густой запах жира впитался в брезент. Лиса надеялась, что люди, привыкшие ее подкармливать, вскроют добычу, и ей перепадут остатки еды. Она не спасала Веру Павловну, она просто хотела жрать. Когда Артём попытался пнуть Лису, Вера Павловна перехватила рюкзак. Ткань расползлась под пальцами. Внутри, помимо ржавой жести, обнаружился герметичный планшет ее покойного мужа, геолога, пропавшего без вести 30 лет назад. В планшете лежали не только полевые дневники, но и кадастровые выписки с государственными печатями. Выяснилось, что муж Веры Павловны еще тогда оформил этот участок и прилегающий лес как территорию традиционного природопользования с бессрочным правом владения. Но самое главное, в документах был зафиксирован статус памятника природы из-за уникальных пластов реликтовой глины под домом. По закону здесь нельзя было строить даже сарай, не то что свалку. Этот рюкзак был юридическим щитом, который Артём не мог пробить. Артём пытался выхватить бумаги, но на шум уже приехали вызванные соседями экологи и местный участковый. Когда племянник понял, что земля теперь стоит копейки из-за охранного статуса, а за попытку махинаций с имуществом пенсионерки ему светит реальный срок, его спесь улетучилась. Он сбежал из поселка ночью, бросив машину. Вера Павловна осталась в своем доме. Лес признали заповедным, и теперь она — его официальный попечитель. А Лиса? Лиса получила целую миску свежей абризази и вернулась в лес. Она так и не узнала, что ее голод стал инструментом высшей справедливости. Ей просто было вкусно. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк. А также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.